Привет! В данном видео мы, опираясь с тобой на общепризнанный источник по йоге Хатха-йога Прадипику, пообщаемся на тему того, как избежать ловушек и сетей, умело расставленных предприимчивыми йога-бизнесменами, в которые стабильно попадают неофиты. А также определимся, как выбрать учителя по йоге, который гарантированно приведет тебя к осязаемому результату в личной практике. С вами проект Славь-йога и я, Сергей Чернов. Реальность современного информационного пространства такова, что практически в любой сфере жизни количество предоставляемых возможностей намного шире, чем может впитать в себя отдельно взятый человек. И сфера выбора своего наставника на пути развития в йоге не исключение. Как же определиться в таком большом количестве возможных вариантов? На самом деле все, как обычно, очень просто. Праздность, леность и энергетическая затратность работы человеческого мозга, опирающегося на относительно щадящий стиль эволюционного отбора и жесткие рамки социального отбора, имеющих целью формирования законопослушных, миролюбивых и легко управляемых граждан, предоставляет плодородную почву для посадки различного рода фантастических идей. Широкий спектр красочных представлений о происхождении человека от потомков древних богов, снизошедших на Землю, инопланетян, пришедших из иных реальностей, а также других свежеприготовленных концепций, ориентированных на мозг, не способный к элементарной логике и критическому системному мышлению, как это не выглядит забавным, только подтверждает нашу прогрессивную позицию среди приматов, умело копирующих идеи и поведение, признанных в обществе доминантных особей. Думаю, что каждый, кто осознанно работает со своим эго и программами древнего мозга в виде инстинкта биовыживания, инстинкта продления рода и доминирования, согласится, что свойства человеческой природы на этапах, предшествующих глубокому духовному осознанию, это подражание. Сначала мы подражаем своим родителям, потом учителям в школе, в университете, харизматичным сверстникам, которые добились успеха в той или иной сфере, а также любимым кумирам, образ которых отличается от среднестатистического шаблона. Сфера йоги в данном вопросе не исключение. Прежде чем мы обретем состояние интуитивного прозрения относительно того, какая практика подходит именно для нас, нужен длительный период времени для подражания тем личностям, которые действительно демонстрируют успех в практике йоги. И если мы хотим накопить драгоценный опыт без телесных и психических катастроф, а также нам импонирует образ человека, на которого мы хотим стать похожими через какой-то временной период, то самым простым и логическим путем будет подражание способу практики и жизненным установкам этого человека. Где же здесь речь про нашу уникальность, можете возразить вы? Могу вас успокоить, что благодаря генетическим, морфологическим, физиологическим, биохимическим, социальным, природным, экономическим и другим особенностям для вас гарантированно наступит период в данном многолетнем путешествии, когда вы четко осознаете, что пришло время создания собственного уникального подхода, который полностью удовлетворяет вашим индивидуальным характеристикам. Итак, каковы же критерии, по которым можно выбрать учителя йоги, который не на словах, а стилем и образом своей жизни демонстрирует явные успехи на пути практики йоги? Поговорим сначала про хатха-йогу как наиболее распространенную и критически важную составляющую гармоничной практики. Сватмарама в первоисточнике по йоге Хатха-йога Прадипика, шлока 78 2 главы Шаткарма и Пранаяма, дает четкий ответ в отношении вопроса успеха в хатха-йоге. Совершенство хатха-йога достигается тогда, когда имеется худощавость тела, спокойствие, проявление внутреннего звука, ясные глаза, отсутствие болезней, контроль над бинду, активный пищеварительный огонь и очищение нади. То есть внешние признаки успеха, которые мы можем оценить визуально, без дополнительных методов исследования, таковы: худощавость, спокойствие, ясный взгляд, отсутствие болезней. Получается, что кандидат на звание успешного учителя хатха-йоги, который не соответствует хотя бы этим 4 критериям,
явно где-то не доработал и что-то здесь не то. Однако, помимо вышеперечисленных внешних проявлений, которые достигаются практикой хатха-йоги, существует еще и внутреннее проявление, которые достигаются практикой раджа-йоги. В шлоке 76 той же главы Сватмарама говорит: «Не может быть никакого совершенства, если хатха-йога практикуется без раджа-йоги, а раджа-йога без хатха-йоги. Совершенство, следовательно, достигается через практику обеих». Исходя из озвученной шлоки, можно утверждать, что тот, кто придерживается идеи о том, что практика хатха-йоги слишком примитивный процесс, на самом деле впал в заблуждение своего собственного ума. Хорошо, если данное омрачение кратковременное и сопровождается разумными выводами на основании отката в физическом здоровье и снижении адаптационных возможностей. Гораздо печальнее выглядит ситуация, когда человек заходит в густой лес заблуждений на годы, а иногда и до конца данного воплощения. Но Бог с этими удобными для самооправдания человеческими глупостями, давайте заглянем глубже в хатха-йога-прадипику и узнаем, что Сватмарама подразумевает под термином раджа-йога. Опять же, мы обнаруживаем четкий и ясный, лишенный двусмысленности и многовариантных интерпретаций ответ. Когда в уме или чите есть только одно, это называется раджа-йогой. Йог становится ишварой. Можно смело утверждать, что для того, чтобы возвысить свое сознание до такого уровня, нужно на протяжении длительного времени практиковать не только асаны, но также придерживаться свода ямы-ниямы и пропустить свое внимание через многолетнюю практику пранаямы, пратьяхары, дхараны, дхьяны и самадхи. Иными словами, качественно подготовить свой физический якорь в виде органического тела, способного выдержать лавинообразно увеличивающийся уровень энергии, который неизбежно возникает в результате осознания тождественности своей собственной природы с источником всего сущего. Мы же все прекрасно знаем, что бывает с прибором, рассчитанным на 220 вольт, на который подают высоковольтный ток. Почему же мы так легко игнорируем очевидную параллель с физическим телом? Мы затронули только пласт хатха и раджа-йоги. А как же другие направления? Мантра-йога, нада-йога и, конечно же, йога с котиками. Если отбросить последний вариант и схожие с ним продукты суррогатной современной практики, то можно обнаружить, что и мантра-йога, и нада-йога относятся к сфере управления своим умом, что автоматически подпадает под категорию раджа-йоги. Фактически, все можно свести к концептуальной схеме хатха-раджа-йога, где хатха-йога представляет собой более грубые техники работы с физическим телом и дыханием, а раджа-йога включает в себя широкий спектр технологий работы со своим восприятием, вниманием и умом. Надеюсь, данное видео оказалось для вас интересным и полезным, и в следующий раз, когда новоиспеченный гуру хатха-йоги с сахарным диабетом, язвой желудка или нездоровым цветом кожных покровов, а может быть даже эксперт в раджа-йоге, не способный пристально сосредоточить свое внимание на объекте фокусировки даже в течение 20 секунд, будут рассказывать о быстром, уникальном и, конечно же, единственном методе тотального просветления, базирующемся на древних сакральных традициях, у вас в уме сработают правильные фильтры для выбора того учителя йоги, который действительно поможет вам максимально эффективно использовать время своей собственной жизни и прийти к тотальной самореализации. Если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях под этим видео. До новых встреч!